Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы, а сегодня и кухня, потому что созрела клубника, смотрите, какая она классная. Я уже начала варить джемы, мы очень любим именно джемы, смотрите, у меня с прошлого раза осталось немножечко в баночке, я в холодильник положила, смотрите, какой цвет, какая красота. Но в прошлый раз я сделала более жидкий такой, а сейчас хочу более мармеладный. И очень быстро этот джем готовится, сохраняется практически много полезных витаминов здесь. И самое главное, аромат такой красивый и цвет красивый. Ну что ж, я сейчас покажу вам, что мне надо для этого. Для этого мне надо сама клубника. У меня сегодня остаток того, что мы съели, самую красивую крупную. Осталось 2 килограмма, с миской чуть больше, 2 килограмма клубники. Значит, нужно на килограмм не полкилограмма сахара, а здесь килограмм сахара. И самое главное, я сразу же хочу вам показать, вот это агар-агар я покупаю, очень дорогой. И этот агар-агар я использую для варенья. В магазине продают дешевый, другой, первый сорт, по-моему, это высший класс. Что я делаю? Я сразу же себе покажу. Я никаких замачиваний не делаю. Мне на килограмм идет 9 грамм обычно. Можно и 10 грамм спокойно ставить. Ну, на этот раз я сделаю, так как сегодня у нас, сделаю 20 грамм. Будет такой густой джем получается. И можно потом прослойку для тортика делать. Что я беру? 2 ложки сахара. Добавляю сюда 20 грамм агара. Значит, вам надо брать на килограмм 9 грамм, 10 грамм. Каждый себе определяет агар. Агар это натуральный загуститель из морских водорослей, бурых водорослей. Это очень полезный продукт для многих людей. Так, все, у меня это готово. Ну, а теперь сразу же приступаю к тому, чтобы подготовить саму клубнику. Клубнику беру в блендер. Сразу же, она, понимаете, сегодня 4 июня, в знаке Овен. Клубника сухая, это очень хорошо, меньше сока в ней. И получается такое густое и красивый цвет сохраняется. Ну что, можно теперь ее и измельчать. Итак, включаю сначала на маленькую скорость, ну, чтобы на такие части, а теперь на Так, что там такое шумит у нас? Так, ну, практически готово. Вот кусочки есть, мы сейчас их еще раз. Сейчас. Так, чтобы измельчилось, чтобы не было кусочков. Вот, замечательно, такой яркий, красивый цвет. Есть. Теперь у меня кастрюля, в которой я варю все время эти джемы. И я уже этот килограмм сахара на дно поместила. Вот. И теперь я измельчу всю оставшуюся клубнику. Будем беречь ваше время, когда завершу, мы уже дальше покажем вам, что мы будем делать. Красота, смотрите, какой цвет красивый. Включаю газ. Для начала просто металлической ложкой, которой я пользовалась. Вот так вот перемешиваю, чтобы сахар. Видите, какая красота. Вот для того, чтобы сохранился цвет, вот мне очень понравилось сразу же, где-то я читала, вот сейчас я буду по чуть-чуть отправлять сахар вот с агар-агаром и перемешивать. Вот в холодном виде я это делаю. Когда-то я разные варианты пробовала и в конце ставила, но вот этот мне больше всего нравится. Он сохраняет цвет и вкус, и экономия, кстати, и сахара идет. Вот таким образом, чтобы не было комочков. Хорошо, что вот это с сахаром перемешал в себе, и уже комочков никаких нету. Вот. И практически все. 20 граммов. Получается 10
граммов у меня агара ушло на килограмм сахара. То есть на полкилограмма сахара и килограмм клубники. Еще раз. Килограмм клубники, полкилограмма сахара и 10 граммов агара. Это все, что я в джем ложу. Все. И смотрите, какая красота. Ну, конечно, теперь мне нужно здесь стоять, мешать до момента закипания. Ну, снова будем экономить ваше время, пока отключаем камеру. Как только начнет закипать, мы включим. Но видите, какой красивый цвет. Мне очень нравится. Измельченные кусочки. Все это так красиво потом и вкусно. Пахнет. Аромат стоит на кухне. Обалденный. Все, выключай. Вот закипает. Вот какая красота получается. Ну, клубника получается, что не сильно собирали все вместе и не вся очень спелая, плотненькая. Вот она измельчилась, но к концу увидите, какая красота, какая будет одинаковая консистенция. Вот закипает. С момента закипания я где-то через минут 5 буду собирать пеночку. Очень любим пеночку, у нас ради пеночки варится варенье. Каждый хочет эту пенку взять. Видите, уже потихонечку пеночка собирается и закипает. Но вот с этого момента где-то 15-20 минут у меня будет кипеть. Сейчас вот закипит сильно. И будет после этого чуть меньше огонь, будет кипеть. А я тем временем буду готовить баночки, крышечки, чтобы закрыть. Вот таким образом готовится очень быстро, измельчаю. Вот настоящий вот джем должен быть. Вот такой он, увидите, густой. Ну, вот там у меня меньше чуть-чуть агар-агара. Но это уникальная вещь, это очень полезно для здоровья. Это не химия, это натуральный продукт. Плюс с огорода наша клубника какая есть. Собрали ведерко, крупную съели, а вот что осталось... Пошла на джем, и зимой будет джем этот съедаться за милую душу, с чем угодно. Вот какая красота. Просто и запах такой красивый, и цвет очень красиво. Итак, варим 15 минут. Ну, я думаю, что мы еще сделаем включение, когда будет много пенки. Конечно, я буду ее собирать. Не будем показывать, как мы ее растаскиваем по тарелочкам. Ну вот кипит уже, закипает. Чуть-чуть покипит и покажем вам. Вот она пеночка, смотрите, какая красивая. Ой, всем хватит, не переживайте. Всем уделю. Да чего же у нас с детства вкусная эта пенка? Так нравится. Мы всегда, когда варилось варенье, бегали по очереди. Пенку собирали. Ну вот сейчас медленный огонь. И сейчас хочу еще показать, какой цвет этот. Такой великолепный, красивый цвет. Видите, он сохраняется. Очень красиво. Ну что ж, варится 15 минут. И я тем временем сейчас готовлю баночки. Что у меня баночки уже готовы. Вот. Так, меньше огончик. Из кипяточка. Ой, классно. И смотрите, 15 минут прошло. Посмотрите, какая это красота. А цвет какой. Все. Джем готовый. Потом он такой густой становится благодаря агар-агару. И не надо долго варить. Я как вспомню, когда-то я варила мисками. Собирала это варенье. Вот. И варила его по несколько дней, по чуть-чуть, чтобы сохранить цвет. О! Оба! Все. Вот. Смотрите. Какая красота, да? На свет. А днем это изумительно. Все, воздушное охлаждение, ничего не закутываю, ничего не делаю. С агар-агаром вот такой джем уже готовый. Ну, вы видели, я чуть-чуть меньше ставила, видели, он такой густоватый. Ну, правда, у меня там экспериментальный был. Я в разные знаки по-прежнему готовлю и использую убывающий, растущий лун. Он самый главный знак при приготовлении. Вот здесь больше агар-агара будет такое, как нарезное, очень красивое желе.
Раиса Кириченко и Александр Волик уже испытали на вкус пенку, наелись сначала свежей клубники, а теперь заготовку сделали на зиму. Прощаемся с вами, всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.